Здравствуйте! В этом выпуске будем рисовать цветочную абстрактную композицию из 3 георгинов с нескольких соцветий и листвы. Будем рисовать кремом. Для рисования я использовала крем на плавленных сырках. Ссылка есть в описании под видео. В первую очередь нужно подготовить те цвета, с которыми мы будем работать сразу. И желательно небольшое количество, потому что крем имеет свойство подсыхать. Поэтому вот сейчас в основном буду работать с зеленым, белым, светло-зеленым. Ну и, конечно, буду смешивать немножко. Для рисования нам нужны разного размера кисточки. Обязательно возле себя держите чистое полотенце либо салфетки, чтобы протирать кисточки. Эту цветочную композицию я делаю впервые и сегодня буду рисовать на макете. Кстати, если вы только начинаете и очень плохо у вас получается рисовать, то очень хороший способ сделать себе макет. Макет в виде торта. Здесь самый дешевый бисквит, перемазан маргарином и выровнен кремом на основе шоколадной глазури и спреда. С самого начала мы обозначаем, где у нас будут георгины. Это главные цветы в композиции. Так нам будет легче ориентироваться, где что должно быть. Я взяла обычный круг и вот намечаю 3 основных георгина, где они будут. Тяну веточку, использую темно-зеленый. Это центр соцветия будет. Работаю тонкой кисточкой. Теперь сами бутончики. Беру кисточку побольше. Набираем кисточкой немножко крема. Обозначаем начало бутончика и от конца бутончика как бы тянем к центру. Растягиваем крем. Сильно вдавливать не нужно. Кисточка должна быть в меру мягкая, в меру жесткая. И вот такими короткими мазками тянем к основанию веточки, рисуя бутончик. Основной цвет для этих бутончиков я использовала бирюзовый. Абстрактные композиции рисовать довольно просто. Они не требуют такой точности. В основном эффект создается за счет разных тонов. Веточку я дотянула до обозначаемого кольца, там где будет георгин. И теперь дорисовываем. Теперь делаем мелкую листву. Беру светло-зеленый. Раскидываем мелкую листву, также немножко среди больших бутонов. Теперь обратно меняем кисточку, берем немного больше и дорисовываем немножко листвы к бутончикам. Здесь использую опять темно-зеленый. Нижние листки для георгинов, они будут немного больше. Начинаем листок рисовать с конца и тянем его к основанию. Обратите внимание, в каком месте я их рисую, не доходя до обозначенного круга. Листки также будут разного размера, чтобы оно выглядело более интересно. Первый слой использую темно-зеленый, потом буду перекрывать светло-зелеными, еще немножко белым. Так, теперь продолжаем рисовать соцветия. Идем между георгинами. Обратите внимание, что я кисточки меняю. Если объект побольше, то кисточка используется, естественно, побольше. Если что-то мелкое рисуем, значит меняем кисточку. Обязательно, если меняем цвет крема, обязательно кисточку протираем.
Это у нас только часть веточки, потому что продолжение будет еще наверху торта. Ну а сейчас я перехожу к листкам большим. С помощью узкой сухой кисточки можно задать еще форму листка. Здесь уже не используем ни крем, просто берем чистую тоненькую кисточку и вот так вытягиваем уголки. Тогда листки будут иметь такой острый уголок. Еще раз прохожусь по бутончикам, совсем немножко белого беру. На края бутончики вот как бы обозначаю немножко. Оно вроде как бы не сильно бросается в глаза, но свой эффект дает. Здесь немного убираю и растушевываю. Часть этой веточки нужно немного убрать. Георгин пока не будем рисовать, пускай листва подсыхает. Тем временем нарисуем второе соцветие, только другой тональности, холодные тона. Берем фиолетовый. Здесь бутончики намного меньше, и их будет намного больше. Веточку тянем параллельно той же веточке, которая уже нарисована. У конца она будет уже, а у основания будет более шире, будет более раскинутая. Рисуем сначала только фиолетовый тон, подрисовку делаем белым. Вот как бы только кончик и немножко сбоку. Оттеняем фиолетовый белым. Теперь между бутончиками раскидываем листву. Берем на кончик кисточки зеленый и вот так между бутончиками раскидываем листочки мелкие. Так, веточки у нас готовы, и теперь переходим к георгину. Будем рисовать георгин. Берем белый и рисуем лепестки. От конца лепестка тянем к середине. Обратите внимание, что лепесток должен заходить за обозначенный круг где-то наполовину. Мы вот эти круги должны закрыть лепестками. Рисуем первый ряд, самый крайний. Чтобы было проще нарисовать более-менее ровный георгин, то лучше всего лепестки из первого ряда рисовать в раскидную с разных сторон, чтобы было легче сформировать круг. Делаем лепестки слегка продолговатые, можно с уголками, можно без, не обязательно, чтобы они были все одинаковые. Вот главное, следите за обозначенным кругом, чтобы лепестки были более-менее по длине одинаковые. С первым рядом мы закончили на одном георгине, и теперь пускай это подсыхает, мы переходим к другому, к второму георгину, и также нарисуем там первый ряд. Теперь нам нужно затонировать розовым. Работаем теперь только с розовым и слегка вот от середины лепестка каждого тонируем немножко розовым. Много крема набирать не нужно, это нужно просто как бы оттеняем. Потом пойдут опять белые лепестки, чтобы это было видно, что это один ряд, второй ряд.
Рисуем второй ряд. Обратно берем белый крем. Лепестки второго ряда у нас будут меньше и по длине, и по ширине, чем предыдущий ряд. Тонкой, влажной, чистой кисточкой можно еще пройтись и слегка все подправить. Практически можно подправить каждый лепесток, если это нужно. Опять тонируем розовым. И рисуем следующий ряд. Следующий ряд лепестки еще немножко меньше. Этот ряд практически закрывает сердцевину. Я уже его не буду тонировать, а просто в центре уже нарисую розовые лепестки. Так, один георгин у нас готов. И теперь снизу дорисовываем синее соцветие. Будем раскидывать соцветия по всей композиции между георгинами. Так, здесь еще дорисовываем большие листки. Здесь у нас сверху еще пойдет еще один георгин. Мы еще листков будем дорисовывать и вверху торта, и сбоку. Пока, мне кажется, вот эти нужно дорисовать, а потом будет видно. Так, ну и дорисуем второй георгин. Вот из этих элементов георгины и вот такие веточки мы можем разрисовать полностью весь торт. Меняем просто по очередности. Здесь рисуем такую веточку, здесь такую. То есть вот композиция состоит практически вот из 4 элементов. 2 соцветия, георгины и листва. Туда дальше я нарисовала еще один, потянула немножко листву. Веточку с бирюзовыми бутончиками вытянула вверх и нарисовала еще одно фиолетовое соцветие. Вот получилась такая композиция из 3 георгинов. По центру еще добавила мелких голубых цветочков. Мне кажется, они здесь очень хорошо прижились. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Если у вас будут вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. На этом говорю пока. До следующего выпуска.